Сегодня, собираясь встретиться, мы кидаем друг другу точку в мессенджере. А раньше говорили: там, где сухая елка и два камня. И все понимали, куда идти. До эры GPS заблудиться могли даже те, кто отлично ориентируется в сложной местности. Например, опытные охотники. Вот, например, какой случай приключился с одним из них несколько лет назад. Однажды Александр Михайлович приехал поохотиться на глухаря. На следующее утро направился в свое излюбленное место на таковище. Довольно быстро обнаружил крупную птицу, сидевшую у самой макушки сосны. Короткими перебежками, приблизившись к глухарю, Александр несколько раз выстрелил, но не попал. Дальнейшее хождение по лесу ни к чему не привели. Солнце уже поднялось над лесом, надо было возвращаться. Александр, пройдя несколько сотен метров, должен был выйти к машине или на лесную дорогу, но их все не было. Через несколько часов Александр вышел на небольшую поляну. По куче ржавого металлолома, обрывкам тросов и останкам деревянных строений он понял, что это давно заброшенный участок лесопункта. Охотник стал припоминать, что когда-то пацаном вместе с отцом приезжал сюда. Но все так сильно изменилось, что даже засомневался, про это ли место он думает. Но все-таки пошел по каменистой речке дороги, которая спустя еще несколько часов привела его в деревню. Может показаться, что в наш век продвинутых технологий умение ориентироваться на местности – навык абсолютно ненужный. Но так ли это на самом деле? Сегодня мы покажем, как северные охотники находят путь даже в незнакомых местах, разберем, в чем плюсы и минусы систем GPS и в какие моменты они могут подвести. А если вы досмотрите наш выпуск до конца, узнаете, почему в большинстве случаев женщины хуже мужчин ориентируются на местности. Поехали! В поисках богатых дичью угодий охотнику нередко приходится посещать совершенно незнакомые, удаленные от населенных пунктов районы. Встречи с местными жителями будут редкими, а порой на много километров вокруг и вовсе не будет людей. Потерявшему ориентировку охотнику придется потратить много времени и сил, чтобы выйти в намеченный пункт. Умение ориентироваться – обязательное условие для охот на Ямале и Урале, в горах Алтая, в таежной зоне северных районов Европейского Севера и Сибири. Чтобы не затеряться в незнакомых местах, предварительно надо внимательно изучить район предстоящей охоты. Это можно сделать по топографической карте, по схеме или плану местности. Не следует пренебрегать и рассказами товарищей, знающих данный район. И, конечно же, надежный в большинстве ситуаций компас, который поможет соотнести свое местоположение с картой и определить нужное направление. Конечно, современные приемники определяют местоположение с точностью до нескольких метров. Спутники GPS обеспечивают покрытие практически всей планеты, а сама система бесплатна для гражданского использования. Более того, GPS встроена в большинство смартфонов, навигаторов и других современных устройств, что делает ее очень распространенной. А учитывая, что GPS работает независимо от сотовых сетей, не потребляя трафик данных, может показаться, что для ориентирования больше ничего не нужно. Но на самом деле даже спутниковый сигнал может быть заблокирован или ослаблен препятствиями, такими как плотно растущие деревья, горы или тоннели. На качество и надежность сигнала могут также влиять погодные условия и атмосферные явления. И это уже не говоря о временных задержках при инициализации. Устройствам, особенно не использовавшимся долгое время, может потребоваться время для поиска спутников. К тому же система может быть чувствительна к помехам, а само устройство может в самый неподходящий момент разрядиться. Практически все охотники, представители малых народов, живущих на севере, умеют ориентироваться по сторонам света без приборов даже в наши дни. Они сразу прививают своим детям привычку фиксировать свое положение или направление движения относительно севера, юга, запада и востока. Развивают в них наблюдательность, формируют доведенный до автоматизма навык все время сверять свой курс с определенными приметами. Не менее важно научиться определять путь по звездам, солнцу, деревьям, прокосам, просекам. Когда приходится удаляться на значительное расстояние от жилья или временной базы,
Следует выставлять ориентиры в виде жердей, веток, которые облегчат возвращение. Охотники частенько не только смотрят на природные знаки, такие как мох на деревьях, муравейники или положение солнца, а также создают собственные метки. Так, нанося царапины на стволы деревьев, охотники отмечают пройденный путь. Надломанные ветки указывают на направление движения. Сложенные камни также служат в качестве небольших, но долговечных ориентиров. Конечно, если охотиться предстоит в знакомых местах, все куда проще. Есть узнаваемые приметы, это стоит использовать, чтобы не потеряться. Например, договориться о встрече в знакомом всем месте. Лучше назначить несколько резервных точек и обозначить время. Например, если не встретились к темноте, идем к старому карьеру. Впрочем, и этот способ не идеален. Новый человек в компании может не знать того самого камня, да и ландшафт со временем меняется. Огромное дерево может упасть, а чум могут убрать. Тем не менее, всегда стоит держать в голове 1-2 ориентира, помимо точки в телефоне, а для хорошо знакомой компании пользоваться проверенными местами сбора. Технологии — это хорошо, но умение читать местность еще лучше. Кстати, ученые объяснили, почему представители сильного пола изначально делают это лучше женщин. Это справедливо, только если не учитывать такие факторы, как личный опыт и тренировки. Мужчине-охотнику, уходившему на дальние расстояния, необходимо было хорошо ориентироваться в пространстве, представлять местность в уме, чтобы вернуться домой с добычей. Женщины же далеко от дома почти не отходили. А уж если шли за грибами или ягодами, ориентировались по уже известным деталям. Отсюда и разница в пространственном восприятии. Мужчины обычно используют общие ориентиры, например, стороны света. Дамы запоминают конкретные объекты. Магазин, где покупали туфли, кафе, где не умеют готовить кофе. Во время полового созревания у юношей гормоны тормозят формирование левого полушария, из-за чего правое получает своеобразный люфт, а у девочек как раз быстрее развивается левое полушарие. Поэтому мужчины лучше справляются с чтением карт и обычно хорошо ориентируются на местности. Дорогие друзья, на этом наш выпуск подошел к концу, но прежде чем мы с вами попрощаемся, ответьте, какие у вас с друзьями есть секретные названия мест. Можно без точного указания, просто поделитесь забавными или необычными. Напишите свои ответы в комментариях, а еще предложите ваши темы для наших будущих выпусков. Не забудьте поставить лайк, если выпуск вам понравился, и активировать колокольчик, чтобы точно ничего не пропустить. А с вами был канал Ямал Медиа. До новых встреч!